ценности нашего поколения. Грустноватая история. Вот теперь я коуч, и скажут: и этот туда же. Ну, понятно, конечно. Это никто не рассказывает правила какие-то, что нужно делать. Нет. И вообще В контексте ведьм, что мы сейчас тебе Нет, погадаем. ответ должен быть в человеке, а не директивно. Может и повести, может очень сильно не повести. Все мои подруги уже ездят там, не знаю, на яхтах на Мальдивы, а я не Ну, на уже третьей, вы подрались. Что за хуйня? Нет, Ну, да. типа, В этом есть запрос общества. здравствуй, Антонина. Привет, Наконец-то Аня. мы настроились на эту съемку и вообще на эту ситуацию. У нас тут будет этот product placement небольшой. Пожаловать на мой подкаст «Попиздеть тайм». Да, стартанем с момента, если хочешь представиться, что-то рассказать о себе. Имя я твое уже, Уже озвучила. уже сдала. Осталось Антонина. паспортные данные, там, не знаю, если есть, коды. чем занимаешься, куда, что, какое-то короткое представление, если хочешь что-то, the floor is yours. Я танец готовила, как в смысле короткое. Но Нет. в принципе, мы Да. готовы, да. Ты уже представила мое имя. Повторю для тех, кто пропустил. Сначала меня зовут Антонина. Я живу в городе Вена. Сколько я живу? 12 лет. Сама я из Украины, из города Мариуполя. Попала сюда просто по учебе, у меня не было никаких планов, и, наверное, в этом залог успеха. Вот сейчас мы можем какую-то эту тему обсудить, может быть, в других каких-то передачах. И вот так вот шаг за шагом. Сейчас я занимаюсь бизнес-девелопментом в компании, которая занимается софтом, IT-компании, но это одна часть меня, другая часть творческая. Вот сейчас эта творческая часть уже начала и выпустила песни, и продолжает их писать. Я же себе говорю в третьем лице, сейчас психологи налетят и найдут в этом. На самом деле, вот, то есть представляться коротко или не коротко, это очень интересно, даже как я себя позиционирую. Вот я сейчас слушаю, и потом буду себя анализировать. Ладно, вернемся ко мне. Да, вот эта творческая моя часть. Сейчас я немножко переключилась вот только на начальной стадии, но это безумно интересно. Я переключилась на коучинг. Я обучаюсь коучингу и хотела бы также помогать людям, которые оказались в ситуации изменений. То есть я именно акцент делаю на изменениях. Они могут касаться личной жизни, они могут касаться карьеры, они могут касаться больше не могу так, но как иначе я не знаю. То есть вот момент, точка изменений. И мне на самом очень интересно, я проходила эти изменения очень много раз и буду еще проходить, в этом суть нашей жизни. И вот сейчас у меня как бы такое увлечение. Очень рада твоей программе. Подкаст и программа же как бабулька. Программу-то показывали, вот вспомнила. Слушай, я очень далека от сленга и всего этого именно подкастного и так далее, но тоже чувствую себя, особенно вчера, когда с этим всем разбиралась, почувствовала себя полным вообще, что? Ну ладно. Ты меня удивила, на самом деле, когда сказала, что ты выходишь на тропу коучинга. Почему? Скажу в плане не оценочного какого-то, а в плане, я только буквально там позавчера, что ли, думала о том, что есть навскидку, я очень много знаю девчонок, которые вышли тем или иным образом на коучинг, стали психологами, коучами, неважно там, как это все называется, да, но, в общем, ушли в саморазвитие и в помощь в саморазвитии. Прям реально очень большое количество стало. То есть у меня есть открыть мой Инстаграм, не сильно большое количество подписчиков, но просто прям и девчонки в разных направлениях, в принципе, там любой возьми, наверное, найду. В разных странах абсолютно. И но в этом есть запрос общества, мне кажется, сейчас. Это сейчас определенно хайпит. То есть это как бы в любом случае это модно. Но я думаю, как моя мысль, я ее высказывала с предыдущей девочкой, я думаю, что люди, наверное, приходят в это, потому что есть какое-то не в то, что преподавать кому-то, а вообще к самоанализу и самокопанию, наверное, возникает какой-то процесс. Так же, как и я перешла к нему, собственно, у меня был какой-то уже момент, в котором я понимала, что, я как-то, кажется, белка в колесе. И, соответственно, с этого у меня тоже пошел какой-то там работа над собой, с собой и так далее. В чем я тоже сама этого не знала до недавнего времени. Различия вообще психологии, коучинга, менторства или же там
тренерство. Вот этого я не знала. А сейчас, то есть коучинг, он вообще расширяет просто внутренние возможности раскрытия потенциала, потому что мы видим всегда вот так. А то, что вот с других сторон мы не можем раскрыть. И вот коуч, он не как партнер, то есть он помогает в другом человеке просто раскрыть, то есть он поддерживает. Опять же, поддерживающая профессия и помогающая. Вот психолог помогающий. Потом я долго путалась, там, психолог, коуч, что вообще, вроде как смесь всех этих понятий. И мне объяснили, на самом деле это так просто, то есть психология работает с настоящим и с прошлым, а коуч работает с настоящим и с будущим, то есть к чему ты идешь. Коуч не работает там какими-то посылами, он просто раскрывает то, что есть внутри. И в коучинге должен быть определенный запрос, как там, что мне хочется, и распаковывать как бутончик, вот что хочется, и идти к этому, раскрывать потенциал. Работать со страхами, с установками. Я у себя начала. То есть мы начинаем, вот как ты сказала, мы начинаем с себя всегда. И начиная с себя, там базовые какие-то предметы у меня был, там работать с установками, с страхами и так далее. Сколько этого во мне и сколько это вообще в нас. Сколько мы себе это носим. А если мы от этого освобождаемся, у нас энергия появляется на что-то новое. Потому что уже постоянно жить в этом колесе устаешь. А как ты, ну, достаточно много все еще, ну, как бы, то есть Мгм. это не массы, это не каждый должен делать, кто-то живет Да. счастливо так, как они есть, кто-то понимает, что ему надо что-то делать с собой и как-то меняться, и достаточно много людей, которые этим не занимаются. Но в то же время, как бы, эти люди чаще всего подсмеиваются, скажем так, на тех, кто этим сильно активно занимается или уходит там: "Я теперь коуч, я теперь то, я теперь это". Как ты вообще сама к этому относишься и Вот, почему это ты классный да. вопрос. Мне Вот нравится. У мне меня это нрав на самом деле был какой-то долгий вопрос, знаешь, как там выйду я в пространство публичное, там вот теперь я коуч, и скажут, и этот туда же. Ну, понятно, конечно. Но я за то, что идти, так сказать, тем, что за энергией, которая меня движет. Потому что я поняла, что мне доставляет детскую радость, вот именно детскую радость, когда я вижу у человека ага-эффект, типа, блин, я даже не подумала о таком. Круто. И говорю это не я, как другой человек, не я не советую, я не имею права на это. В принципе, каждый человек внутри, если есть вопрос, есть ответ на него. Просто мы должны покопаться. Но когда я вижу, что человек вот какими-то моими вопросами, как ты сейчас задал этот вопрос, у меня уже так, прекрасная тема. И это вот очень важно. И я это видела, просто как я к этому пришла. Я думала, мне было интересно самой в этом разобраться. А потом начала встречать людей и вот говорить там, я вот хочу, мне там нравится, а что ты хотела бы? Я начала рассказывать. И какие-то там моменты всплывали, что переходили на ситуацию этого человека, и человек в итоге такой говорит: "А я даже об этом не думал, Тоня, спасибо большое, как интересно получилось, что вот у меня идея пришла в разговоре с тобой, что вот так-то". И вот эта реакция человека меня вот, я вот так внутри делаю. И я поняла, что, ну, значит, почему мы должны долго, знаешь, думать, определяться, куда нам идти, а правильно коучинг или нет, а пробовать или нет. У нас жизнь лимитирована. Возможно, мы будем жить еще несколько жизней, возможно, мы этого не узнаем, то есть нам не дано этого знать, но я живу сейчас. Почему я не могу попробовать это? Ну, кто-то скажет, что и это туда же, да, ну не приходите. Я долго, вот, знаешь, влияние там поколения родителей и так далее, что зачем это тебе надо, лучше бы деньги в другое место несла и так далее. Мир другой, мы цепляемся за старое, сейчас мы ускоряемся. Для того, чтобы ускориться и прийти к какому-то решению, нам нужно быстро получить информацию, быстро перегрузиться и пойти дальше. Вот эта быстрота, это поэтому инфо вот эти, ну, не знаю, цыгане, не цыгане, назови как угодно. Я за то, что если помогает, хоть дерево обнимайте. Если вам это помогает и дает энергию, вперед. То есть вот все Да, свободны в этом. определенно, каждому свое, и инструментов для Да, саморазвития на данный момент да. очень много. И я только вчера буквально реально задумалась по поводу изменения мира из того контекста, что когда мне было, наверное, лет 20 плюс-минус, скажем так, я смотрела на там каких-то знакомых 40-летних, да, тоже опять же Мгм. плюс-минус, и думала, блин, какие-то вещи, которые для нас были там тогда актуальны, хайповые, и все мы такие хайповые, как это правильно, извините. Да. Извините. Я тогда на них смотрела, да, они как-то осваивали, возможно, все эти темы, но было видно, что это ну, они с этим не растут, это не входит в их систему, то есть им надо как бы вот это вот как-то вообще вот это Мгм. все освоить, как-то переварить, что-то такое. А для нас это было само собой разумеется. И вот я вчера Да. подумала как раз-таки о том, что реально мир просто... Вот я сейчас на месте этих 40-летних, и мир еще быстрее меняется, чем он Мгм. менялся 20 лет назад. Мне еще нет 40, no stress. Я только хотела сказать, думаю, ну ладно, раз ты настаиваешь.
Может, ты Нет, ну показываешь эту программу просто там потому через что это 20 лет? Я ж не знаю. не-не-не, так долго это не будет длиться, А. я надеюсь. Но, это как раз таки к тому, что это все происходит теперь намного быстрее. И вот то, что сейчас вот, происходит, я уже вижу, что этого уже нет в моем ДНК, что мне это уже как бы оно просто я его просто не замечаю. Это уже как бы далековато. И чтобы мне в это вот войти, вникнуть и понять, уже, наверное, очень сильно надо в этом быть вообще, в что-то, чтобы Мгм. оно твоя жизнь в этом вертелась. Иначе как бы оно просто так органично не зайдет. И это, ну, как бы, это очень, для меня прям вчера было реально прям открытием, что, ну, Да, вот, вот о чем, что жизнь идет и очень быстро. она Это мы все быстро идет, понимаем, да. да. И как бы адаптация сейчас вообще должна быть какая-то там чуть ли не секундная, потому что мир меняется, мы, да, последние там лет 5-7 Да даже месяцы. все Сейчас это просто вот да, так. события Да. просто вот так, и если ты не адаптируешься, тебя откидывает конкретно, и ты теряешь очень много возможностей, которые ты, по сути, как бы, которые, ну, могут лежать у тебя в руках. И Но мне там, кажется, дело в том, что то есть суть поспевания за вот этими изменениями в принятии, что каждый день у нас вот, ну, вот другой. То есть нужно принять все, что есть. Там коучинг сейчас приходит, коучинг. Люди к психологу ходят ну, просто как к врачу. И это правильно, я считаю, потому что по-другому должны перерабатывать это все. Просто принять как есть. Но на что у нас уходит куча, не знаю, количество энергии огромное, на то, что, подождите, сейчас это временно, вот мы вернемся к тому, что было, и мы держимся за вот это вот прошлое. Все, мы должны чему-то новому учиться. ну, Сейчас это, уже так. это, это я думаю, что просто как бы поменялись как координаты какие-то, очень сильно сдвинулись, и люди, которые как раз-таки, я не знаю, там, ну, наши родители, у них с координатами вообще все по-другому, да, и для Да. них это прям сложно. У них этот мир меняется уже последние там 35 лет, 40. Им очень сложно, потому что их учили по-другому, у них они по-другому не знали, да. И понятно, когда ты по-другому не знаешь, есть там уже в зависимости от того, в какой атмосфере ты рос. Будешь ты готов к этому, к этим изменениям, или ты будешь сидеть, потому что я знаю достаточно людей, которые там и младше могут быть меня, Мгм. и они все равно в каком-то своем вот этом мирке, и у них, вот это изменение мира, вот они до сих пор так и думают, что сейчас это все закончится, и завтра опять будет вот как было позавчера. Но оно так, к сожалению, уже не будет. И как бы это, ну, я говорю, что не всем это надо. Абсолютно не всем. Да, Кто-то, да. опять же, счастлив сидеть там в своей, неважно где, я говорю, опять же, никаких оценок я не даю, но в какой-нибудь там деревне, в квартире, в доме, неважно где там кто, и наслаждаться жизнью вот такой, какая она есть. Как бы как многие, допустим, не буду там называть конкретно кого-то или чего-то, но кому-то не надо. Вот вот вопрос в том, кому нужно ли это всем? Нет, не нужно. Это развитие, вот Мгм. это вот новые возможности. Кому нужно, наверное, сами к этому рано или Ну, даже поздно если человек придут. сидит, не развивается, ему просто комфортно в этом. Вот тут вопрос комфорта, и все. То есть если мне Ну вот комфортно, мне кому ничего не нужно комфортно, менять, вот да, сижу, да. я хожу на работу с 8 до 5, выходные я провожу там дома с пивасем, и, как бы тоже вкусно может быть. Но для меня это немножко скучно. Я могу, так сказать, и так погулять, и по-другому. Но некоторых это устраивает. Главное, чтобы человек Вот. был счастлив. Да, Вот вот. опять же к ценности нашего поколения. То есть у нас ценность в этом, там, комфорте, в счастье. Мы, возможно, даже стали эгоистичнее. Мне иногда кажется, что это грустноватая история, потому что мы все, вот наше поколение, младшее тем более, которые думают только о своем комфорте и не всегда, то есть комфорт другого человека — это твоя ответственность. Мне пофиг. Хочешь тебе сделать комфортно — делай сам. Это тоже немножко, мне кажется, крайности. И мне Ты знаешь, мне грустинка по этому поводу я такая. вот, кстати, высказывалась на эту тему, и мне пришла такая мысль, что как раз-таки, мне кажется, весь просто это движение в поиске себя, в поиске, где тебе лично комфортно, где тебе нравится, Мгм. где ты будешь счастлив, это только начинающаяся дорога, да, то есть это там как бы не так много Да. людей, как ни ну, достаточно много, но не Ну, не настолько, массово, да, да. кто в это идет, кто этим занимается в нормальном контексте, а не то, что отпустили шарики, сидим дальше на жопе ровно. И, Смотря с чем шарик отпустишь. Ой, но да. Ну, как хорошая идея. раз-таки а, мне как раз-таки кажется, что вот этот сдвиг, вот таки, он изначально возвращает тебя к себе, да, он учит тебя искать границы и так далее, но в то же время он тебя учит также соблюдать и границы других людей.
То есть, да, ты Да, занимаешься саморазвитием, но ты начинаешь учиться, что не мама виновата в том, что с тобой что-то произошло. Ты классный перестаешь поинт, да, обвинять маму, ты перестаешь да. обвинять школу, ты перестаешь обвинять работодателя, ты перестаешь обвинять себя в том числе, и ты ищешь э, какие-то выходы, ты по-другому начинаешь Мгм. коммуницировать, ты становишься, мне кажется, все-таки более эмпатичным. Если это все Если это происходит, истина, если это идет изнутри, тогда да. да, Тогда если ты это понимаешь происходит других людей. экологично, да, Да, что да, даже если, вот, согласна. то есть тут вопрос очень большой, когда вот люди не занимаются саморазвитием, им комфортно, они не ходят к психологам, не ищут детских травм, все зашибись, все отлично, это классно, что они могут так жить, их это устраивает, но когда ты с этими людьми рано или поздно общаешься, Мгм. иногда это все равно цепляет, ну, точнее, это приводит, ну, может быть, не к конфликту, но к каким-то высказываниям, да, что, опять же, там, ой, она туда же, к примеру. Да. И в этот момент ты уже, насколько бы ты ни была в этом всем, оно все равно, ну, то есть вне зависимости от ситуации, все равно будет у тебя так или иначе, оно как бы будет цеплять. И тут уже вот возникает вопрос, насколько ты должна или насколько ты вообще имеешь право. И мне кажется, вот как раз-таки, когда ты занимаешься саморазвитием, ты занимаешься им для себя, Мгм. но оно все равно, ты этим занимаешься, чтобы улучшить окружающий мир в принципе. Да, да. И те же там бизнесмены, которые все с коучами сидят, те же какие-то умные люди с психологами занимаются и так далее, там, не знаю, Мгм. политики, еще кто-то, все равно, как бы, опять же, вот в этой работе над собой они ищут Это способы да, оно отражается на общении, да, коммуникации, да, да, с собой, коммуникации с с окружающим миром. миром. Да, Да, и абсолютно это, верно, да. я думаю, что это может быть в моей душе теплится надежда, что это все-таки приведет как раз-таки наоборот к уходу от полного, потому что я думаю, что эгоизм это как раз вот этим, мне, это мое личное мнение, что это вообще плевать вот как раз-таки на всех и считать, что я прав, а вы как бы все говно. Ну и вот почему так? Ну, Но потому это что вот я потому, что люди классный. в хайпе. То есть, опять же, не потому, что классно, потому что я там ищу себя. Мне сказали вот со всех дыр, со всех инстаграмов, рассказывают о том, что нужно думать только о себе, нужно следовать только своим. И это, да, это правда, но экологично. То есть думать, что ты чувствуешь, комфортно себе там, не знаю, в этой компании, комфортно ли тебе там в этом месте. И культурно сказать, что, ребят, вы там, я не знаю, все пьете, Ну, курите, колите, мне некомфортно, я ухожу, но это без уже обид. расставление границ. Это Это для меня это было тоже очень важно, что коуч, как и адекватный человек, неважно, это коуч или кто-то, никогда не будет говорить, как жить другому человеку. Потому что только другой человек в может это первую очередь. понимать. Да. Вот это никто не рассказывает правила какие-то, что нужно делать. Нет. И вообще вот, ну, по жизни как-то так я к этому пришла, что вот нужно идти за велением, так сказать, своего такого импульса позитивного, но при этом как бы не путать его с хайпом. Живу. У меня были несколько таких моментов там, в своем инстаграме, в моем, да, когда мне говорили, что я не умею петь. Но опять же, вот то, что нас критикуют, да, вот если мы это принимаем, я посмеялась, потому что объективно я умею петь. Мне было смешно, я даже это выставила. То есть Согласна. мне это, да, вот как бы, ну, спасибо. Вот для этого мы и создали. То есть я пришла вот сюда к тебе, чтобы ты подтвердила. Все, я сейчас вырежу, выставлю. Все, цель достигнута, пока. В общем-то. Вот, ну, как бы возвращаясь, да, к теме, то есть это тогда не трогает. А если в нас есть самих вот это вот есть внутри, Да, которое да. шкребет, то же самое, например, про коуч. Вот ты мне сказала, да, вот и это туда же. У меня это есть в себе. Я над этим сейчас работаю, я вижу реакцию других людей, даже взрослых. Вчера я разговаривала по телефону с моим очень хорошим знакомым, вот, и он взрослый человек, у него там свой бизнес, раз в пятилетку он мне звонит: Тонь, как дела? Я говорю: ну, что, из новенького в коуч идем. И я, знаешь, уже подспутно ожидала, что мне сейчас он скажет: Тонь, что? Ну, он там лет на 15 старше. Мне говорит: что? А он не сказал. Он говорит: да, как интересно. Я думаю, это все во мне, вот этот вот то, что скукожено, я ожидаю чего-то. Но есть люди такие и другие. Главное, как я это чувствую внутри. Поэтому Ну вот да, ну вот, комментарии таких да. жестяковых у меня не было. Если они появятся, я посмотрю на них, может быть, после этого пойду к психологу, может быть, к тебе, может быть, посмеюсь. Время покажет. Не Ну вот знаю. для этого, наверное, мы все и уходим в саморазвитие, чтобы перестать Да. реагировать на то, на что не нужно реагировать в принципе. Потому что на самом деле, да, пока ты сам это к себе не подпускаешь, что бы это ни было, оно не будет, и этого не будет в тебе. Как только ты это пропустил через себя, то оно уже твое, да.
Но есть, опять же, там, если кто-то там чего-нибудь ляпнет, там, я не знаю, ты уже старая, скайп не согласен со мной, то как бы если я могу согласиться или нет, ну как бы это уже мое. Если человек так считает, то ради бога, это всех. Я говорю, что я заметила, Ну, что не просто согласна. там очень большое количество э, ушло именно вот в эту степь как-то, Мгм. причем даже не то, что не только вот коучинг, психология, а в том числе какие-то там вот эти вот все гороскопы, натальные карты, но не в Мгм. контексте ведьм, что мы сейчас тебе Не, погадаем, познание. У а меня тоже такое именно в было. какие-то соединения цифр, соединения, объяснения характера по цифрам, как бы еще что-то. Это, наверное, какая-то, мне кажется, может быть, это и есть первый шаг, может быть, к самопознанию, чтобы понять вообще, кто ты, что ты Ну, и и куда ты нет. И идешь. да, и нет, потому что, мне кажется, вот это вот, натальные карты и, не знаю, те же расклады Таро, я не знаю, нумерология, даже нумерология — это желание быстрее узнать, да или нет. Совместимость, а туда ли я иду, Тоже не как бы, очень а кто соглашусь с я вообще? этим. Вот если я сама не чувствую, давайте натальную карту прочитаем. Ой, тут согласен, тут не согласен. То есть это желание быстрее познать себя или там А, познать, что с одной, случится. ну, познать, что случится, это больше, наверное, там типа а-ля гороскопы, да, и в этом Ну, ты та же можешь, или нумерология, там сходимся Таро, мы или нет, но совместимость наша. на нумерологию я, допустим, делала для себя Мгм. не на совместимость, на совместимость тоже делала. Чё ж мы только не делаем? Чё же кому Ну, сейчас самое очень интересное. искренне, очень Очень искренне скрыть планирую подкаст, вести да, себе да, да, подкасты, да, да. но я делала для себя, для своего характера. И, если честно, очень много интересного, ну, как много, но я подчеркнула для себя Мгм. определенные моменты, которые я, в принципе, уже знала, но для меня они стали более понятны и более четче очерчены, и я поняла, почему я, ну, типа, откуда это идет, Ну, это да, и ты, я, потому что ты опираешься на себя, ты очень, у тебя внутренний опор нормальный, ты чувствуешь себя хорошо. А если другому человеку, который да, без этого всего, дать вот, ну, как поняла. характер свой, он скажет, точно, так я ж вот такой-то, это может еще больше закопать этого человека, потому что он, ну, полагается не на себя, а на то, что Но тут, написано. видишь, должна быть этика. Я как бы очень много, и опять же, в любой, найди психолога, там, коуча, надо найти Этика своего во всем, да, человека, да. потому что и опять же, там, те же коучи, психологи, как они все там называются, ты можешь, то есть, я надеюсь, никого это не оскорбит, потому что я просто не запомню все эти Мгм. названия, я имена-то не запоминаю. И, значит, они, в любом направлении у тебя может быть один подходить там для понимания себя и связи со своим детством с родителями, но он может тебе не подходить для понимания там, не знаю, своего бизнеса, к примеру, да, то есть Да. это может быть тоже абсолютно разные люди, которых надо всегда найти, А как кто ты это тебе будет. определяешь вот для себя? Как ты? Вот там чувство комфорта или как ты понимаешь, что твой человек? Слушай, ну это, наверное, просто как-то при общении происходит. И у тебя, наверное, есть какая-то система, схема в голове уже ценностей, которые ты Мгм. видишь, да. Я знаю девочек, которые там подбирают по образованию, по там, не знаю, по опыту, по кейсам, по тому, по сему. Я вообще такой человек, который, ну вот, я доверяю. Я Ну, себе доверяю же человеку. доверяешь в первую Нет, очередь. вот, Да, теперь видимо, да, себе. это не всегда проходит, как, допустим, я там себе взяла стилиста, вроде, я, если честно, сильно не запаривалась. Мне вот сказали, ну вот, вроде ничего. Бери, Я да. вроде посмотрела, Но вроде, это вроде эксперимент над собой, нормально. посмотреть на себя с другой стороны. Это не критично, они не касаются твоей, не знаю, души, твоей внутренней, как Тоже, бы. они же тоже могут быть не эстетичны. Как бы, в принципе, мне, ну, у нас первый разговор с ней произошел вполне нормально. Второй разговор произошел, И ну, на уже третьей вы как бы. подрались. Или как? Да, примерно. Да ладно. Третьего у нас не состоялось, потому что, да, ну, она на меня Опять. обиделась. Вот По- опять же, это не твое, Поэтому это ее. вообще То нет, есть вот, потому что да, я ей это просто, вот мне не пример, подошло. например, да. Ну, это вот дело Мне, вкуса, тем более, это мне не очень подошло, и тонко, я да. сказала, и я как бы не пыталась ее обидеть или сказать, что она не профессионал. Нет, я просто сказала, мне не нравится, я извиняюсь. И Да. можно переделать. Она мне сказала, я не готова меняться. То есть она готова тебя слушай, это и очень интересно. То есть она готова менять других людей, как бы, Вот ну. вот таких людей, ну, это надо очень аккуратно их выбирать, да, и когда, опять же, там
Опять когда ты же, выбираешь Аня, себе это ты, кого-то. я не знала. Вот я со своей колокольни в своем варюсь, вот так, тебя слушаю. Я просто, я говорю, возвращаясь к окружению, и окружение вот такое, которое опирается на себя, на свои ощущения, и ты просишь внутренней какой-то поддержки у психолога, но ты, то есть это просто как бы, знаешь, чуть-чуть тебя поддержать, но ты сама можешь себя поддержать и как-то вырулить. А есть люди, которым нужно, вот я знаю одну девочку, которая ходит к психологу, опять же, я не говорю о том, что хорошо это или плохо, это она решает для себя. Она ходит к психологу уже годами, и которая говорит, что ей делать. Там, не знаю, проблемы в отношениях, а ты зарегистрируйся на сайте знакомств, а ты сделай, то есть сделай, не, а может быть ты подумаешь, вот как бы ты там, ну, то есть ответ должен быть в человеке, а не директивно. А есть такие, которым нужна директива. Вот приходят и там девушки, парни, неважно, тут нет гендерного признака. Просто приходит человек, который хочет, чтобы ему говорили: "Иди направо, налево, прямо". И вот они Тогда этот платят за человек, я это. считаю, да, но я считаю, этот человек не готов, это перенос ответственности, все, это человек не готов к саморазвитию, это просто пытается свою детскую позицию перенести на кого-то. Защитить. Не переносить, Да, по-прежнему хочет жить в ней. да, Ну, как бы он ходит к да, психологу или она: да, типа "Всё, я что, к да, психологу, я да, работаю". да. Но это нет, это, я считаю, это не помогает. Потому что от того, что мне кто-то что-то скажет сделать, мне могут посоветовать в плане там, или какой-то опыт, да, там, зарегистрируйся на сайте знакомств, возможно, ты там это. И Да. дальше я решаю, делать это или не делать, идти с кем-то или И не мое идти. Но мнение, что я этот человек, значит, не готов, значит, он не готов пускать себя. Возможно, со временем он это поймет и допустит. Не все люди готовы уходить из детской позиции, не все люди Опять же, если им готовы. попадется профессионал или человек, который в какой-то Я момент думаю, что скажет, там, переложит с себя ответственность на человека ответственность, когда он начнет понимать: мне решать, что ли? Как-то да. Вот. ну, это Тогда. он откажется, найдется другой, который просто хочет бабки зарабатывать и типа, ну, либо кто-то пожалеет, скажет, блин, сейчас пойдет к какому-то дураку, тут все равно бесполезно, так хотя бы буду стараться ему что-то Да, как-то, как-то ну, направить. безболезненное такое, это, что мало ли, может быть, но я думаю, что это очень сложный конструкт, на самом деле, вообще, саморазвитие, люди, которые тебе помогают, это все, потому что, я говорю, как ни крути, у нас даже в устоявшейся психике все равно тебя можно немножко не туда увести, немножко не Да. то посоветовать. И Поэтому очень важно, кому а, ты доверяешь. Доверяешь себя, какому человеку, да. да, поэтому как бы может и повести, может очень сильно не повести. Поэтому сказать, как выбрать, наверное, правильного, это сложно. У каждого свое. Потому что например, когда вот я говорю, выбирала себе этих, я никогда не спрашивала, а что вы там, а где дипломы покажите, а вы там Мгм. типа психолог отношений, а расскажите про свои отношения. Я, ну, как бы нет, я так не делаю. Но есть люди, которые там, типа, вот она должна быть счастливой, там, не знаю, мамой и женой, тогда я поверю, что она там, хотя я смотрела, я уже не помню, я одно время смотрела, не помню, как ее зовут, психолога, она причем очень интересно рассказывала, и какие-то моменты там мне были интересны. И тут в какой-то момент она говорит, ну, вы знаете, я типа вот советую, ну, или как бы рассказываю, как Мгм. это работает, а сама развожусь с мужем. И, И ну, ты и так тут думаешь: ну, типа, как же да, как же да, ж так?" как это, а чё, кто кому советовал или там, кто кому рассказывал это и что это. И получается, для кого-то это как бы показатель. Для меня это, ну, я бы не сказала, что это показатель, потому что, опять же, тебе это не выпустил шар в небо и Мгм. ждешь, что тебе Загадал, в этот да. шар денег кинут и спустят на землю, а это то, что ты, как ты потом эту систему, эту информацию обрабатываешь и запускаешь в свою систему. Да. Но опять же, если это слабый ум, то он или там ну, человек не ориентируется в пространстве, то он, естественно, может это неправильно воспринять и потом сказать, блин, я делала как ты, а ты, короче, взяла и развелась. Что за Но фигня? опять же, вот смотри, в отношениях 2 человека, правильно? То есть ты, есть вот, ну, нужно не В впихивать любом, невпихуемое, вот понимаешь, ну, все, что происходит, это всегда будет касаться какой-то коммуникации как с ты с миром. кем-то другим, да, с миром, другим, Да, там, не знаю, да, я согласна. Поэтому иногда это то, что разводится психолог, это зависит от многих факторов, включая его и себя, и супруга. И как бы, ну, тут, не знаю, сложно как-то судить.
Вот когда Ну, это когда, знаешь, разводится — это одна ситуация, а я сейчас тоже следила за, я не буду называть имен специально, она блогер, она психолог, и вот она в поиске там же своего жениха. Даже она вот отношения пропагандирует, как найти достойного мужчину и так далее. Она сама в поисках, и, ей говорит одна девушка, что вот вы меня ведете уже там энное количество месяцев, вот все мои подруги уже ездят там, не знаю, на яхтах на Мальдивы, а вот я у вас, и вы мне все говорите, и у меня ничего не получается. Она говорит: "Ну, понимаешь, в магазин за бриллиантом не стоит очередь, поэтому там у тебя будут самые лучшие". При этом у нее самой за какое-то определенное количество времени, имея кучу свиданий, ничего не получается. Вот здесь у меня есть вопросик. Вот правда. Не знаю, тут как бы, может быть, просто мне она не заходит. Опять же, вот что нас, как бы, на что мы откликаемся. но скажу тебе, Да. как человек сингл долгое время, то, что у нее никого нет, это действительно может ничего не значить. Мне так кажется, может, на меня там кто-то набросится, и у людей, которые никогда не были сингл или у которых не было какого-то затяжного периода, когда у них никого не было, и сразу идут в обществе автоматически. Это вообще другая тема, конечно, уже, но Не-не-не, это в контексте того, когда если бы ты а, рассказывала о том, как строить правильные отношения, что правильно, да, что неправильно, что работает, но что не работает. опять же, там надо знать, чего она хочет от отношений, что на каком этапе. Если она ищет отца своим детям, да, там, и у нее есть какие-то определенные Мгм. критерии, как долго у нее нет этих отношений. Ну, то есть это тоже очень такое субъективное. И рассказывать, что такого бриллианта тебя ждет что-то другое, тут я тоже не соглашусь, потому что, извините меня, вот тут вот я, опять же, у нас подкаст был практически без мата, Мы вообще его без мата. Вот тут нарежем, да, но здесь да, вот здесь я скажу, что за хуйня? не, Ну, типа, да, ребят, ну соглашусь, давайте, подписываюсь, да. да, давайте будем честными, как бы мы все бриллианты, и мы все знаем, Да, надеюсь, достойно, чего да. заслуживаем, либо, неважно, все заслуживают хорошего и так далее, хорошей жизни, хорошего в жизни, но вот это вот, что там не нашел, блин, ну, вот так бывает. Ну, вот так бывает. Но возвращаясь, опять же, к теме саморазвития и самокопания, давай, наверное, закруглим как минимум эту часть Мгм. вопросом. А не кажется ли тебе, что в этом можно потеряться? Да, кажется, кажется. Вот это это те, я называю таких людей отлетевшими, которые просто копаются, они ездят, не знаю, на Бали, неважно куда, в Мексику, проходят ритуал, они постоянно в себе, ну, как бы ищут, но мне кажется, это уход от определенной, от реальной жизни. То здесь нужно держать баланс. То есть что-то находить, но и радоваться тому, что ты имеешь вокруг, а не постоянно копать глубины, и там нет дна. Там правда нет дна. Мы всю жизнь будем, вот мое четкое А убеждение, мы всю как, жизнь будем открывать себя. как найти этот стоп-кран или как, есть ли какой-то вообще, ну, в твоем понимании? То есть эти люди, Мгм. которые ездят на Бали, не на Бали, а, но им же это надо, они этим занимаются, Они, они как бы, это опять же, это, мне кажется, это, если так, это две крайности, те, которые совсем ничем не занимаются, и те, которые там, и вот только те, этим, да, да. которые, да, которые там Айваска, Мексика, Бали, там, не знаю, все вот это. И вот как раз-таки про отлетевших оценочное Мгм. суждение нельзя оценивать людей. Ни тебе, Но я не ни тебе. оскорбила, но не оскорбила. Нет, никто никого ни в коем случае не Да, да. оскорбляет, но вот как раз-таки вот люди, которые этим не занимаются, вот этих считают, что все, Но кто я вообще не хоть чуть-чуть исключаю, что я могу занимается, стать отлетевшей, потому что это субъективно. Вот кто-то меня считает отлетевшей, ну потому что вот я я там вот про пошла в это, вот коучинг про и это и так говорю, далее. но у них как То есть у раз-таки каждого вот своя идет, грань, да. многие видят это настолько крайне, что вот если ты уходишь в коучинг, значит ты вот все, ты вот пускаешь лучи в Да, мироздание, да, если бы. пишешь маточки, И всё сейчас поедешь приходится. на аюваску и там не знаю что. Да. Хотя как бы это может быть абсолютно не так. Но вот, где, что на твой взгляд, ам, может, держать тебя в каких-то, ну, вот в реальность. Сейчас, реальность, твою реальность. Я не имею в виду реальность общую и То понимание есть как со вообще из стороны. этого Как выйти? просто не уйти, вот Не чтобы уйти ты не туда? стала человеком, как в твоем понимании, отлетевшим.
И нужно ли это вообще, в принципе? То есть насколько Мне это важно? определенно нужно самопознание еще глубже. То есть я чувствую в себе, что мне интересно вот, что-то в себе открывать, но я не так, знаешь, не поспешно. То есть так, сейчас план айваска, там, не знаю, еще обниматься с деревьями, там какие-то обряды проходить сразу так. Тут я в Мексике, туда на Балю летим, все, надо срочно. То есть поэтапно. Вот сейчас я открою там эту, да, там часть себя, там потом другому. Я даже не считаю, что в моей ситуации, поскольку я, знаешь, вот я себя чувствую инь-янь. То есть я и творческий, какой-то такой познавательный, рефлексирующий человек, при этом я какой-то, как мне кажется, реальный, потому что я работаю в офисе, тоже, знаешь, как бы есть вот 2 жизни, и я не скажу, что я страдаю, что там экстремально, да, там нет такого. То есть я пока вот, не скажу, что я потенциалом отлетевший, но, если мне будет возможность, опять же, там быть более свободной во многих аспектах, я бы что-нибудь попробовала глубже копнуть. По поводу, как я называю, так сказать, отлетевших, я думаю, что эти люди просто не нашли ответ. Они ищут его. И когда они его находят на разном этапе, кто-то на этапе айваски, кто-то еще дальше, кто-то вообще, не знаю, 10-5 лет. Вот когда они его находят на каком-то этапе, они возвращаются уже к себе, к какой-то более такой жизни. Редко кто, мне кажется, остается, ну, навсегда таким, ну, в познании на всю жизнь. Но можно ли сказать, что, допустим, тебя на связи, чтобы не уйти совсем в это все? Потому что, мне кажется, когда ты в это все уходишь, ты в основном теряешь общение со своими, мне так кажется, Да. со своими близкими, родными, с друзьями и так далее, потому что, ну, потому что ты уже все туда перешел, и тебе уже это все не надо мирское, Мгм. ты там что то там ищешь и что то там делаешь. Ну, максимум ты хочешь предсказывать людям, как Ванга, будущее. А вот, можно ли так сказать, что тебя как бы на том, чтобы не потерять вот эту вот, грань, тебя держит как раз таки то, что ты ходишь в офис, Не только работаешь в офис. офисе? Я сейчас, как ты говорила, я думала об этом, что это одна часть. Но, когда мы себя познаем, мы уходим в себя. А для того, чтобы, там, не знаю, быть, как мы говорим, да, не отлетевшими в таком критическом состоянии, нужно что-то еще давать миру и быть с миром, с людьми, не знаю, там, что-то давать. Вот мне это дает музыка. То есть я не могу только, быть собой и рефлексировать, и искать в себе ответы, потому что я хочу что-то создавать и давать миру, например. То же самое, как, связано с моей работой. Она связана с, общением с разными странами, людьми, разными уровнями, то есть, разными языками и так далее. Вот это мне наполняет. Я не могу постоянно быть только с собой, но мне очень нужно быть и наедине с собой, и себя познавать. То есть мне нужен этот баланс. Поэтому мне кажется, на данном этапе я не готова к тотальному отлету. Я немножко так парю, как птичка, но не готова далеко улетать. Так, отлетела, вернулась, отлетела, вернулась. Классно, и я думаю, что надеюсь, что у нас, мы будем интересны кому-то еще, кроме нас с тобой. Мне кажется, не знаю, мне кажется, да, я вот верю. Верю, потому что это искренне, а искренность, она всегда привлекает к себе. Все, пока. Всё, до До новых скорых встреч. встреч. До скорой встречи. Пока. Пока-пока. Пока. У Вот сейчас меня самое было, интересное начинается. Так, у тебя да, было? да. Короче, в общем, разговаривала я там со своим другом и переписывалась. И мы что-то переписывались, кто-то, другой друг рассказал, что мне, что бывают вот Мгм. такие порно-пати, короче, устраиваются. И Какой я интересный, такая, да. я не знала. Да, ну и что-то он мне там порассказывал, я говорю, ага, прикольно, рассказываю Другому. другому человеку. Мы чего-то там обсуждаем, на что я, ну, как бы обсудили, и все, я дальше уже что-то Мгм. там, вроде как для меня беседа закончена, Всё. типа, все, ну, порно-пати, порно-пати. А И человек я, завелся. значит, человек, ну, он еще не закончил эту тему, как оказалось. Но, в общем, я, значит, чего-то вообще на другую тему у меня начинается разговор. Особенно, как бы, как девушка, да, я умею скакать. Да. У меня начинается Это на я другую понимаю, я тему, такая же. а он дальше продолжает, и получается, знаешь, ситуация, в которой я, оказывается, соглашаюсь пойти на порно-пати. Но ты это потом поняла уже спустя какое-то Я время, когда вообще, он постучал в дверь, в нет, неглиже и я сказал: закрываю, "Пойдем". типа, там что-то говорю, да, было что-то там, было бы интересно или что-то такое, а, Мгм. и закрываю мессенджер, и чего-то делаю, и мне там через какое-то время приходит сообщение, ой, Приглашение слушай, да, уже. классно, нет, типа, да, классно, я посмотрю, где, и я тебе скажу. И я такая, да, окей. Потом такая, что? Давай, окей. Чё? Куда? Открываю и понимаю Что в ходе согласилась, беседы, да? что я-то про другое, а он-то про это Про все это. еще. И человек не понял, ну, как бы пропустил мое сообщение какое-то, и он продолжает про то, а я не про то.
В общем, надо следить за твоими подкастами. Все, я теперь активный подписчик. В следующих сериях смотрите.